Здравствуйте! Сегодня очередная подборка позиций из моей картотеки. Я заранее извиняюсь, авторство не буду указывать, потому что у меня авторства в картотеке нету. И если кто-то, может, вспомнил свою позицию, либо известную позицию, ну пусть на меня не обижаются, потому что позиции, в принципе, часто очень повторяются за доской, либо в каком-то анализе. Поэтому давайте смотреть так и не заострять на это внимание. Но я, если где-то, допустим, на Лидрафте или где-то в другом месте, может, в книгах увидел, то есть, естественно, я заранее говорю, что вот этим авторам я благодарен, либо кто играл эти позиции. Но вот эта вот позиция, в частности, сегодня встретилась у меня в партии, в тренировочной партии. Ход белых. Давайте на паузу чуть-чуть, тут, можно сказать, для себя нажму на паузу. И давайте будем смотреть. Итак, d5. Ну, позиция плохая. Я уже здесь понял и шел к этой позиции, что позиция очень плохая. То есть, если сюда ходить, то будет d5. И вот как-то позиция не хорошая совсем. Если не сказать то, что она проиграна. АБ4 грозит, ну и так далее. То есть здесь d5. Вот позиция d5. Давайте рассмотрим на b2 бой. Тогда dc3. Ну вот так вот в партии было. И вот так вот я сделал ничью. d5. Ну то есть я грожусь занять главную дорогу. de. Сюда. Ну тут, наверное, ничьи по-другому есть. Ну вот я сейчас, то есть, выгоняю здесь и потом, так, вот, уже скачет. Занимаю главную дорогу. Ну, то есть, такую ничью вот я нашел. Давайте еще один бой посмотрим. Это на f2. Здесь, естественно, сразу же я быстренько бы сыграл вот так вот. Ну, вот такая комбинация. Конечно, вот эту позицию, что я указывал, поприятнее играть. Так. Давайте дальше, назад. Знаете, вот это непростая позиция, по-моему, где-то в Лидрафте она встретилась, но я, кстати, не уверен, что она выигрывает здесь за белых, но идея красивая. Давайте я, может, буду показывать сюда, ну, на этот ход, естественно, здесь FE и вот такая вот идея. Б. Давайте так. Остается FG5. И вот несложно догадаться, наверное, какой я бы ход сделал. Давайте я чуть-чуть вот прервусь, буквально пару секундочек. Наверное, не нужно ход делать. Понятно, здесь преимущество по-любому. Может даже d3, но вот, надеюсь, вы догадались, что я хотел. cb6. Ну вот, посмотрите все бои. Допустим, если сюда бить, наверное, вот я самый худший бой, начал с самого худшего боя, тогда вот сюда. Видите, красивая, очень красивая идея. Потом, давайте, наверное, еще здесь. Вот сюда бьем. И тогда бьем на d2. Вот такая вот идея есть. И так, здесь основной, наверное, такой вариант. Вот. Ну и так далее. Я не знаю, здесь, конечно, преимущество у белых. Получается хотя две шашки, но я думаю, что все-таки может позиция выиграна, может нет. Ну, давайте не будем заострять на этом внимание. Вот такая вот идея была. То есть cb6, видите, шикарнейшая идея. Где-то я ее видел, наверное, где-то она встречалась. Откуда, я не могу вспомнить, к сожалению. Потому что здесь в каких партиях я вам скажу, откуда их взял. То есть позиции именно. Давайте здесь опять ход белых, я извиняюсь, ход белых. И очень такая интересная идея, простенькая, но интересная идея. DC. И вот на G3 остается
Ну, остается вот этот вот ход. И здесь, смотрите, вот такая жертва. И вот тут вот случай как раз, когда дамка на главной дороге выигрывает в трех простых. Вот как раз нельзя две шашки отдать. Так, ну что еще? Давайте здесь по этой позиции. Сюда, ну, ЕД2 опять. Если ЕД2, то вот сюда отдали и пошли сюда. Вот выиграна таким образом позиция. Так, вот здесь вот нужно белым походить и сделать ничью. Вот здесь, я думаю, не составит вам большого труда сделать ничью. Давайте опять пауза. Кто-то поставит на паузу и тогда решит эти позиции. Сюда. То есть вариантов нету. b5. И вот тогда красивая вот эта вот жертва. И ничья. Так, ну вот, смотрите, симпатичная позиция. Она многократно встречалась. Я вот, кстати, не знаю, чье авторство. Я думаю, что все-таки автор в этой позиции есть. У этой позиции автор есть. И вот ход белых. Ну, естественно, здесь cd2. Давайте смотреть. Вот сначала b3 ход. Естественно, dc3. hg3. И вот здесь gh2. Отдали. И позиция ничейная. Вот таким образом. Дальше. h2 на g3. Вот здесь такой вот супер ход gh2, gf. И вот отдали. И шашка проходит дамки. Тоже ничейная позиция. Ничто не может остановить ее. Так. Ну, вот эта вот позиция на счет. Очень, кстати, симпатичная позиция. Не знаю тоже откуда. Наверное, с Лидравса я ее все-таки взял. Потому что так в литературе я не помню, чтобы она встречалась. Может, она где-то и встречалась, но я не помню на всякий случай. Ход белых. Опять я делаю паузу. То есть подумайте. И вот она, позиция действительно очень симпатичная. И можно ее ставить на расчет. ЕД. Отходить надо и нападаем. То есть просто отдавать шашку неохота. Наверное. И вот основной вариант. Давайте я вам покажу. Там остальное проанализируйте. И вот здесь именно важный ход. H2 на G3. Сюда. То есть вот этот ход, естественно, делать не будешь. Потому что такой вариант. И на G3 можно вообще вот супер такой ход сделать. Вот таким образом. H2 на G3. И тогда вот такой вот ход. CD6. GF и AB4. И вот дамку-то как раз нельзя никуда ставить. На этот ход ловля идет. И на вот этот вот ход тоже идет ловля. Так, что тут еще? Ну, можно отдавать. Отдавать, конечно, шашку тут несерьезно. Потому что выиграно окончание. Поэтому давайте перейдем к следующей позиции. Ну вот, симпатичная очень позиция. Давайте я переверну. И здесь самое интересное, что позиция вроде бы вот простая. Ну, просится ход за черных, ход черных. Просится. Ну, есть еще эндшпиль. Вот кажется, какой-то эндшпиль. Но есть, он есть. H8 на G7. То есть супер ход. Два восклицательных знака, я бы сказал. То есть, если Fe3, GH6. А давайте вот посмотрим вот этот вариант. Собственно говоря, против которого и сделан был этот ход. DC. И вот здесь самое интересное. CB4. И вот, честно говоря, сразу можно не найти выигрыш. GH2. FG5. На E5. Ну вот видите. Есть угроза. Так, давайте все по костям буду, можно сказать. То есть по полочкам. Это правильно разлаживать. Сюда и сюда.
Вот есть такой вариант. Далее. Если, давайте я верну, если сюда пойти, то отдаем 2 шашки и бьем сюда. Далее. Вот bc5. Отдали и dc3. Далее, ну, естественно, здесь аж нельзя. Одну, вторую шашку и вот так обрезали, получается. Поэтому hg7, вот здесь hg7 ход. cb2, то есть постановку сразу ставить нельзя. gf8. И вот здесь вот на g1. То есть надо двигать, менять шашку hg5. Ну вот хочется сразу поменять, либо дальше пройти. И тогда именно на c1. Идея такая, что на этот ход вот так поймали. Дальше gh6. И вот здесь я уже грожусь поймать. И на fg7, на d4, и вот ходов уже не видно. То есть везде ловлю. Вот такая вот позиция симпатичная, я считаю. Да, ну вот здесь вот интересно. Давайте я переверну. Здесь, к сожалению, наверное, все-таки... Да, вот... Позиция, ну, не вижу, надо что-то, может кто-то увидит, то есть у меня тут различные моменты были, может даже, знаете, вот этот вот вариант хороший был, очень хороший, тут ход белых, да, gf4 именно, de5, и, конечно, очень сильно под угрозой. Я вот, честно говоря, сразу склонялся к этому варианту. Возможно, что вот этот вариант и надо ходить в этом варианте. Но я не анализировал. А вот была основная мысль в этой позиции. И, к сожалению, наверное, она не очень, то есть, эффективная. Хотя я в основном позицию показываю из-за идеи. То есть, естественно, нападать нельзя здесь. Сюда и вот сюда получается. Вот такая вот идея. b5. И вот gh4 именно на f4. То есть играем на том, что надо ходить ab6. Естественно, здесь связка. То есть это очень плохой ход. ab6. Ну и вот казалось, что вот такая вот идея выигрывает. Но, к сожалению, наверное, вот, ну, не видно. Может, кто-то увидит, проанализирует эту позицию. Покуда не вижу я тут выигрыша, честно говоря, за белых. Но вот идея есть такая. И я говорю, что возможно, что вот эта вот идея более такая, более эффективная, cb4. То есть позицию надо анализировать. Но вот я хотел, конечно, показать в основном вот эту вот идею. Она стандартная достаточно и часто встречается в партии. Даже в дебютах, вот я что-то смотрел дебюты, то есть встречается. Далее. Вот эта партия, по-моему, было сейчас вот в чемпионате республики 64. И я не помню, кто с кем играл. Наверное, кто-то узнает эту партию. Я вот боюсь, честно говоря, я 99% уверен, кто эту партию играл, но, честно говоря, боюсь ошибки. Потому что сегодня один момент был очень интересный. То есть я тоже практически 99% был уверен там, в названии одной улицы. А потом то есть, начал там кое-что другое смотреть. И у меня случайно наткнулся на один момент и понял, то есть ошибся с этими улицами. То есть они рядом параллельно находились. Поэтому... Вот я боюсь называть, знаю, я думаю, что знаю, кто это играл, но боюсь называть фамилию. Чтобы не обиделись. Поэтому, если кто-то узнает, напишет мне в комментариях. Итак, вот знаете что, давайте посмотрим за черных. Ход черных.
Видите, черные блестяще обострили игру, я считаю, на Е5. И понятно, что здесь, если нападать, то защищаемся. А вот HG5, видите, грозим вот этой вот идеей. И очень такая интересная позиция. ЕД6 надо уже нападать. Ну и вот здесь вот ошибка, конечно. Я считаю, что ошибка, наверное, ДЦ3. Хотя, может, но она не решающая ошибка, конечно, была. Я думаю, что все-таки надо с темпом вот брать. Русские шашки не столь много внимания обращают на темпа. И кажется, что вот этот ход наборот, но все-таки я считаю, что с темпом надо было брать ДЕ3 и так далее. Вот играть эту позицию. Хотя здесь может момент такой быть. Вот именно АБ6, то есть на БЦ5. Вот такая идея есть. Может как-то по-другому играть, но есть такие идеи. Вот ДЦ3 на F4, то есть шашка уже достаточно сильно мешает. Но в партии было сюда и вот АБ4, ФЕ5, видите, ну АБ4, конечно, ошибка жесткая. Хотя позиция уже, конечно, похуже гораздо у белых. АБ4, ну и здесь, естественно, провели вот эту идею. Так, и вот последняя идея на сегодня. Было в партии тут ход черных. И, естественно, черные делают очень важный ход здесь, СБ4. То есть идея такая, этого хода сейчас нельзя делать, потому что вот эта вот идея идет. Так, БЦ3 и вот здесь ЕД6. То есть как ходить? В принципе, белым получается на вот этот вот ход. Делаем Фе5 и ходов, собственно говоря, нету. Далее, если ходить ЕД, то получается ДЕ7. И вот надо опять шашки отдавать. То есть, ну, вот такая вот позиция получается. Так, вот на сегодня все. Я жду вашей аналитики по позициям. Ну и возможно, что чье-то авторство мне кто-то напишет. Потому что, как я уже говорил, что у меня кое-что отмечено в карточках, кто-то играл. Ну, вот эти вот абсолютно не отмечены у меня позиции, кто играл. Поэтому, ну, жду ваше авторство. И я хочу еще один момент сказать. Ну, мне важны позиции, конечно, на тренировках. Не кто автор, наверное, а позиции. Хотя, ну, одно другому не помешает. Возможно, надо было бы знать, кто играл. Тоже, даже для памяти, вот, для запоминания, это, конечно, дополнительная информация, это лучше всегда. Итак, до новых встреч.